Всем привет! Сегодняшнее видео я вам сделаю о гупиках. Меня давно просят рассказать о гупиках, как я их разводил. Значит, скажу сразу, я не селекционер, поэтому селекцией я не занимался. Это требует больших объемов и, в общем, это не для меня. Я разводил рыбу на продажу. Поэтому я буду рассказывать, как развести гупика много. Для начала, опять же, пробежимся. Что нового? Просят давно уже меня видео о разборе сделать. Да и тут появился заказик небольшой на разбору, поэтому я вот отсадил разбору. Рассадил самки и самцы. У меня тут 2 самки было. Здесь высадил молодежь неона. Буду сегодня садить на нерест. Это уже мои, из моего малька. Они уже выросли, уже можно не растить. Этот неон готовится на продажу. Здесь уже ему 1,5 сантиметра. Здесь гупики. Этот неон буду я сегодня пересаживать на большую банку. Этот на продажу пойдет, наверное, недельки через 2. По анциструсам. Что еще из нового? Опять анциструсы у меня тут полную трубу икры наложили. Сейчас буду забирать другую банку. Сегодня у нас 12 число. Анциструсы положили вот уже спустя месяц и 2 недели. Обычно они ложат раньше. Просто, у меня самой цели анциструсы разводить нет. Это, положили, я заберу, да. Если бы была одна кладка, я бы даже и не трогал ее. А так икры много, я заберу. Просто, у меня все банки неоном забиты всегда, и некуда. Мне, получается, 1,5 месяца надо держать вот банку чисто с анциструсом. Сюда никого не посадишь, потому что здесь постоянно свежая вода. То есть неона не посадишь, тернецию не посадишь, малька. Здесь постоянно подмены, постоянно здесь очень много артемии. Поэтому, банка занимается 1,5 месяца. Заберу я, конечно, эту кладку. Обычно я анциструса даже раньше отдаю, недели в 3. Недели в 3 он уже 25 миллиметров. 25 миллиметров это уже можно его продавать. Но я вам сказал, что до месяца доращу. Вот ращу. Если хотите, чтобы анциструс раньше положил, нужно, во-первых, стимулировать, подмену сделать хорошую, 50%. Вот у меня, я вам рассказывал об анциструсах, вот тоже вот такие банки были, побольше, конечно. Тоже вот такой фильтр сверху, делается подмена большая, вода здесь ничего не портится. И они тогда ложат раньше, через 3 недели, через 4. У меня положили просто уже. Тут я особо их и не кормлю, малька кормлю, артемия, а там что им достается. Здесь у меня неон, это 2-недельный, я пересадил сюда. Вот он сидит с анциструсами, тут ничего, никто его не трогает. Здесь неон тоже через недельку на продажу пойдет. Вот неон, который старый, который у меня не растился, старый. Вот этому неону где-то год, наверное. Я сейчас, наверное, скажу вам крамолу и маленький секрет открою. Если вы увидели где-то на рынке или в магазине крупного взрослого неона, не спешите его покупать. Вряд ли, что кто-то специально для вас выращивал его до такого размера. Неон, я вот насколько знаю, сейчас просто его не хватает. У меня он не успевает вырастать, забирает уже мелким. Он не засиживается, он продается всегда быстро. Продается в маленьком размере, не в таком маленьком, а чуть крупнее, конечно, там 2 сантиметра, 2,5. А такой крупный неон, если вам скажут, что специально вырастили для вас вот такого крупного, не верьте. Это либо старый неон, кто-то отдал, либо вот отработка. А вы потом купите, а он у вас через месяц, через 2 помрет. Поэтому вот такой вам
совет мой. Вот сегодня этот неон уезжает на рынок. У меня его забирают. Такого неона очень хорошо покупают, и торговцы всегда ждут, вот когда у разводчиков появится отработка. Он крупный, такого крупного очень редко можно найти. Он продается дороже и продается хорошо. Поэтому у меня тут один человек с рынка бегает. Когда вот этот неон уезжает на рынок. Маленький секретик вам. Ему осталось жить 2-3 месяца максимум. Поэтому вот в этом видео я рассказывал о выборе и покупке производителей. Я никогда не советую вам покупать производителя крупного. Ну и вообще рыбку себе крупную. То есть вот этому неону осталось жить недолго. Он на вид нормальный неон, но он старый. Он старый и по возрасту. И это отработка. Он отнерестился 16 раз. У него организм изношенный уже. Вот так. Ну, мне его либо в унитаз выливать, либо ждать, пока он сам передохнет. Ну, либо вот у меня его забирают. Анциструс. Анциструс растет. Артемия, подмены. Сегодня у нас 12 число. Видео я выпущу, если успею, то сегодня выпущу 12-го, а нет завтра. Ну, я его мерил, размер вам не буду говорить. Скажу 17-го. Скажу и покажу. Все растет, ест. Так, эту банку я под икру. Буду забирать опять икру. Опять положили 5 самок. Икры больше, чем в прошлый раз. В общем, можете видеть довольно много икры. Там у меня не растится тернеция. Уже отнерестилась. Будет и тернеция, просят люди. Тут банки 2 пустых у меня буду сливать. Неон у меня отнерестился, личинка, и тернецию буду сливать. Разбору я сейчас тернецию высажу из этих нерестовиков. И буду садить туда других тернеций и 2 пары разборы. То есть нерестовики такие же, как для тернеции. То же самое. Буду садить разбору. Ну а теперь по гупикам. Значит, по поводу гупиков. Я сейчас, у меня просто все объемы, не настолько много объема у меня, чтобы заниматься сейчас массовым разведением гупика. Я вам уже рассказывал, что, во-первых, и мальку надо место побольше. Это не неон. Его нельзя там 1000 штук в 100 литрах вырастить. То будет такое, как у Артема из будня аквариумиста. Я пока так вот выдергиваю вот из травы там мальков, пока не до гупика мне. Сейчас будет лето. Летом я займусь именно на осень, наделаю гупика много. Здесь у меня осталась одна вот линия, вот это канадцы, или как они там называются. Это чистая линия. Здесь самцы уже старенькие, видите, горбатые, хвост вниз тянет. Самки еще дают малька. Здесь и есть и молодые самки. Из молодых я оставлял себе. Что нужно для разведения, массового разведения гупика? Во-первых, я всегда делал гибридов первого поколения. Кто немножко знаком с генетикой, есть такой первый закон Менделя, закон единообразия гибридов первого поколения. Первый закон Менделя гласит, я-то понимаю, как это все работает, а вот своими словами я не могу выразить, поэтому я вам просто прочитаю, что он обозначает. При скрещивании 2 гомозиготных организмов, относящихся к разным чистым линиям и отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных проявлений признака, все первое поколение гибридов окажется единообразным и будет нести проявление признака одного из родителей. То есть, если вы скрещиваете 2 чистых линии гупика, в первом поколении малек будет одинаковый. Он пойдет либо в самца, либо в самку. Все зависит от того, скажем так своими словами, у кого гены сильнее. То есть доминантные признаки, а есть рецессивные. Доминантный – это признак, который подавляет другие признаки. То есть малек будет в первом поколении
в основном либо таким, как самка, такой линии, ну, такой расцветки, как линия самки, либо такой расцветки, как линия самца. Но как определить, у кого доминантный, а у кого рецессивный признак? Ну, это методом проб надо. То есть скрещиваете, допустим, у меня одна линия, я буду гнать одну линию. А если, допустим, вот такого гупика посадить, ну, скажем, там, с краснохвостым, и надо смотреть, что получается у малька, в кого пойдет малек. Тогда вы будете знать, что вот такого самца надо садить, допустим, вот такого, а самку надо краснохвостую садить. То есть садите две пары, одну самку такую, и такого самца, и другую, из двух разных линий. Зачем это делается? Гибриды первого поколения, они всегда крепче, малек крепче, чем малек от чистой линии. Малек будет расти быстрее. При смешивании разных чистых линий самка будет малька давать в 2 раза больше, а то и в 3. То есть если вот чистые линии у меня сейчас самки дают там по 40, по 30 мальков, то если помешать с другой линией его, малька будет намного больше. Он быстрее растет, он крепче. Как раз для продажи вот именно такой способ разведения гуппи, он наиболее выгодный, скажем так. Это явление называется гетерозис. То есть гетерозис – это процесс, обратный инбридингу. То есть если вы знаете, что такое инбридинг, это вырождение линии вследствие перекрещивания детей с детьми, братьев с сестрами, вот такое вот. Идет вырождение, то есть с каждым поколением жизнеспособность малька ухудшается, количество его меньше, растет он медленнее, потом появляются горбатые, кривые, вот такое. А гетерозис – это процесс обратный, то есть нужно подливать свежую кровь. И свежую кровь, чем дальше находится, допустим, самка и самец по родству, то есть даже в одной и той же линии, если ее разделить на одну линию разделить на 2 и вести их параллельно, то потом где-то в 4-5 поколении такое явление, как гетерозис, можно наблюдать. Это касается не только гуппика, это касается любой рыбы. Просто на гуппике, на живородящих это прослеживается более явно. Гетерозис зависит от степени родства между родительскими особями. Чем более отдаленными родственниками являются родительские особи, тем в большей степени проявляется эффект гетерозиса у гибридов первого поколения. То есть чем дальше разнесены линии то есть если содержать, допустим, одну линию и ее разделить и вести параллельно, чем больше будет инбридинг, тем при скрещивании больше эффект будет от гетерозиса. То есть будет и больше малька, и более жизнеспособный малек. Например, многие разводчики, тот же неон, красный неон, кто занимается, стараются купить вообще природных неонов для подливания свежей крови в свою линию. То есть это наиболее будет отдаленный родственник тех неонов, которые плавают у нас в аквариумах. Я не знаю, я тут своими словами вам объяснил весь этот эффект гетерозиса. Кому интересно, просто возьмите, почитайте законы генетики. Кому не интересно, делайте как я. Малек, получаемый таким способом, то есть гибрид первого поколения, далее для разведения он, скажем так, не то чтобы не годится, просто от него уже пойдет, совсем пойдет дальше расщепление, и малек будет совсем другой, будет винегрет такой. В принципе, как для продажи, так и винегрет годится такой. Я называю так винегрет. Но уже эффект просто будет утерян То есть количество, быстрый рост, одноцветность, все это будет уже утеряно. Тот, кто занимается селекцией гуппи, он чистые линии держит перекрытие, я даже не вникаю в это дело. Для меня это не то чтобы сложно, просто на это нужно много тратить времени, усилий, объемов и прочего. Поэтому я всегда делал вот так. 2 чистых линии, 2, 3, 4 линии держал отдельно каждую. Оставлял себе из каждой чистой линии на производителя малька. И потом перемешивал их для создания гибридов первого поколения. Дальше. Например,
получил я потомство от этих своих гупиков. Я оставляю себе, это чистые от них. Ну, у меня одна линия, если вы получаете там от 2, от 3 линий, садите малька от одной линии отдельно, от другой отдельно. И он у вас должен расти отдельно. Затем, когда малек подрастает, но это где-то в 3 недели, ну, кто более опытный, можно и раньше увидеть, ну, в 3-4 недели уже довольно хорошо различаются самцы-самки. Так их не увидишь вот так просто, еще не поймешь. Ну, я-то пойму, а вы можете не понять, где самец, где самка. Берете, отлавливаете малька, ну, в таком размере, ну, вот здесь ему, наверное, недели 3. Отлавливаете куда-то в аквариум, и либо там на окно, либо настольную лампу ставите сбоку, и при боковом освещении, вот самцы, они блестят. Ну, их явно видно, что это самцы. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Берете, отбираете самцов и самок. От одной линии, если у вас еще линия, от другой линии. Самцов разных линий можно содержать отдельно, так же как и самок. Садите их и доращиваете до размера, до взрослого. Ну, то есть там 4-5 месяцев. То есть чем крупнее будет самка, тем, соответственно, больше будет малька от нее. Доращивайте без самцов. Без самцов гупики растут быстрее, то есть раздельно. Самцы отдельно, самки отдельно, они быстрее растут, чем вместе. Выросла у вас рыбка, ну, вот, скажем, у вас 2 линии. В одном аквариуме сидит один вид, в другом другой. Самцы-самки отдельно. Вы берете в этот аквариум, добавляете с самками, скажем, там вот одной линии, добавляете самцов другой линии. А в этот аквариум наоборот. И вот в этот день, там, скажем, 1 числа вы ссадили их вместе и ждете. Все, через месяц, ну лучше там в среднем где-то 28-30 дней между оплодотворением и рождением малька проходит. За неделю, допустим, за неделю до этого срока. То есть вы 1 садили, там числа 25, берете, садите их на садок. Садки я вам показывал. Ну, у меня такие были садки. Только ниже. Ниже надо делать. Здесь 30 сантиметров высота. Ну, надо сантиметров 15-20. Больше не надо. Садите на садок. И они у вас в течение буквально там 1-2 дней все родят малька. То есть, ну, это происходит где-то 28-30 дней. Плюс-минус. Зависит от температуры. Это позволяет вам получить одновременно большое количество малька, и он будет весь одного размера. То есть я вот здесь, вот этот малек у меня, они у меня там вместе сидят в гупике, вот этому мальку, скажем, там, я не помню, по-моему, месяц. Вот я тут поймал тут штук 50 их из того аквариума. Ну, он у меня тут с неоном, я его всегда с неоном кидаю, потом вылавливаю. Вот этому, допустим, месяц. Вот здесь у меня есть гупик. Вот ему там 2 недели. Ну, разброс идет по мальку. А если вы сделаете вот так с садком и в одно время, то у вас весь малек, весь, будет приблизительно одного возраста. Там плюс-минус несколько дней. То есть вот в садке у вас посидела рыбка, отнерестились они, выбросили малька. Все, опять назад их в аквариум, чтобы они в садке не телепались. В принципе, если садок большой, если больше сделать, они могут и жить в этом садке. Потом опять через месяц, через 28-30 дней, опять вам кинут. Опять одномоментно одного возраста будет малек. Сразу вы получаете много малька. Все зависит от количества самок. Ну, у меня на таком садке, ну, наверное, 40-50 самок сидело. И у вас сразу большое количество малька. В этом садке, значит, чем кормить рыбок? Я кормил тем же випаном, хлопьями, их сверху сыпешь. Ну и на дно либо ампулярий надо, ну, чтобы доедали корм. Либо тех же анциструсов. У меня всегда сидели, там несколько штук анциструсов. Что проваливалось через сетку, то доедали анциструсы там или ампулярии. Можно кормить, я еще кормил морожеными кормами, там дафнией.
Почему не циклоп? Циклоп, он, ну, то есть он тает, они не успевают его съедать, пока он упадет. То есть он проваливается, опять же, дно засоряет. А дафния, она более крупная, то есть маленькими кусочками кидаешь, пока она плавает, мороженое. Они ее едят и там минимум проваливается через... Ну, а вообще лучше я сухим кормил. Что касается там кормления, ну, вот своих ягупиков, я вообще особо так ничего не даю им. Иногда, если остается артемия на упле, там, ну, лишнее, я отдаю им там туда. Плюс, если вдруг там малек в траве где-то там затерялся, чтобы ему там было что поесть. А так я кормлю алером и все, без всяких изысков. По поводу там мне рассказывают, что там разнообразное кормление, там и тем, и этим. Ну, я не знаю, но у меня так получается. Я всегда кормил, вот, я считаю, вот корм Випан, допустим, он там все содержится, всякие микроэлементы, все, что нужно, рыбки. Там же не глупые люди его делают. Тем более он не растится, все не растится на нем. То есть корм не хуже, чем живой. И, ну, удобно просто, удобно. Насыпали, он сверху плавает, пока они его поели, и все. Лишнего не падает. Вот так. Так вы получаете сразу, вот, допустим, 40 самок, по 50 мальков, это 1000 малька сразу. Сразу. И он у вас вырастает, ну, одинаковый размером. То есть, вот мне сейчас, допустим, вот этот вот вырастет, там сколько там, начнут хвосты раскрываться, и он пойдет на продажу. Следующий там еще там через неделю. То есть, ну, это дриблинг, я считаю. А когда все вместе растет, оно тогда, ну, количество. То есть, ну, я вам говорил уже, я всегда занимался массовым разведением. Что скалярия, что неон, что любая другая рыба, я, ну, как-то 2-3 пары я не растил. Ну, это такое, просто переводня времени. Допустим, с тем же неоном, что сделать 10 тысяч малька, что 500 штук, усилия одинаковые. Поэтому лучше делать больше. Ну и самое главное, знать, куда его продать. Теперь немножечко я еще расскажу некоторые маленькие хитрости тех, кто занимается именно гупиком на продажу, как ускоряют рост малька. Ну, во-первых, первое, это делает гибрида первого поколения, как я рассказал. То есть этот малек уже быстрее растет и крупнее. Ну, раза в 1,5. Второе, чем раньше вы отберете самцов от самок в продажном мальке, тот, который вы на продажу делаете, тем тоже скорость роста будет увеличиваться, когда они растут отдельно, самцы от самок. Далее, еще одна маленькая хитрость, я так делал когда-то. Делается мальку 2 ночи в сутках. То есть я выставлял регулятор освещения, таймер, и в сутках у малька, у гупика, у меня было 2 ночи. Ну, это как бы организм рыбки обманываем мы. Делаем день 8-часовой, потом 4-часовую ночь, потом опять день и опять ночь. В сутках получается, ну, как 2 суток для них. Ну, во-первых, это связано там с кормлением, то есть ночью там пища у него переваривается, кормится он в начале первых суток утром, ну, то есть, как вам объяснить, 8 часов день, значит, в начале дня и в конце дня он кормится. Потом у него ночь, потом опять утро, он просыпается, опять ест, и опять так тоже можно ускорить рост малька. Если все эти факторы сложить, то есть гетерозис, вот это вот гибриды первого поколения, разделение малька по полу, 2 ночи в сутках, плюс хорошая корма, то гупик у вас малек вырастет, ну, за 2 месяца до продажи. Если так он растет там 3 месяца, ну 3,5, это уже когда хорошие хвосты раскрытые, то таким способом он вырастает больше. И многие разводчики так и делают, те, кто занимается именно гупиком на продажу. Ну вот вроде все, больше каких-то там секретов особых вроде бы нет. Что мне нужно тут сделать с этими гупиками? В идеале, ну, пока у меня объемы просто заняты другим, в идеале надо эту линию разделить, то есть, ну, взять малька от них, разделить на 2 и держать отдельно. Отдельно скрещивать их между 2 линиями своими.
Тогда в четвертом, пятом поколении уже это будет две, получается, ну, одинаковые линии, но они разные идут. И тогда эффект гетерозиса, ну, будет наблюдаться, то есть перекрещивать буду я одну линию с другой, одинаковую, и будет наблюдаться эффект гетерозиса. Ну, это я займусь, наверное, летом, когда у меня там объемы немножко поосвобождаются. Летом особо рыба никому не нужна, поэтому я столько не растить много не буду. Будет больше свободных объемов. Буду заниматься тогда гупиком уже на осень. На осень, чтобы был гупик у меня. Либо возьму еще одну какую-то чистую линию. Но я брал тут еще 3 линии брал, но такие попались. Ну, в общем, мусор. Оно все настолько там убитое было, что я не захотел с этим связываться. Если найду еще одну линию, хорошую, чистую, ну, конкретно мне нужен там определенный цвет, что попало я брать не буду, тогда я буду держать одну линию такую, а одну ту. И перекрещивать их между собой для получения гибрида первого поколения. Здесь подмена раз в неделю, подмена 25% раз в неделю. Здесь эрлифт у меня, ну, трава, чтобы малек прятался. Температура тут 25. Да, 25. Ну, температура от 23 до 26. Выше не стоит, потому как начинается шатание, шатаются они там, ну, в общем, плохо себя чувствуют. 24-25, это нормально будет. Ну, это мое мнение, я так считаю, кто как держит. Я знаю, там многие советуют там повысить температуру, если начинает шататься, повысить температуру, соли засыпать. Я делаю все это без соли. Соли никогда не добавлял. Подмены, иногда вношу лекарства, иногда эритромицин добавляю, чтобы предупредить там всякие бактериальные вспышки. Практически можно даже на эритромицине постоянно держать. Там, раз в месяц там, вносить эритромицин, вносится одна таблетка на 20 литров. Чтобы предупредить вот эти бактериальные всякие вспышки, колумнариус. При колумнариусе многие там советуют поднять температуру до 30. Ни в коем случае нельзя при бактериальных инфекциях поднимать температуру. И поднимаете температуру, бактерии развиваются еще быстрее, и рыбка погибает еще быстрее. Поэтому без поднятия температуры я лечу, и если вдруг чего. Ну, с гупиками вот так, да, бывает такое. Возникает это, ну, либо вода старая, либо там, ну, в общем, от плохих условий содержания возникают вот эти болячки. Он присутствует постоянно в аквариуме, от него никуда не денешься, где-то с чем-то попадет. С рынка можете принести запросто. На рынке там это постоянно, ну, по крайней мере, у нас на рынке я уже вижу, что уже рыба больная плавает, уже с колумнариусом люди покупают, и особенно это отражается именно на гупиках. То есть вот это склеенные плавники, шатаются они. Но у меня, видите, не шатается ничего, все плавает. Регулярные подмены, хорошие условия, невысокая температура относительно, и все будет хорошо. Здесь я их кормлю, иногда даю я артемию, которая у меня остается после кормления малька, там лишнее остается, я сюда их даю артемию. И алером. Алером, ну, единичка я кормлю алером все время. Таким. Нормально, ничего, я ни живых, ни мороженых кормов не даю. При таком способе, вот, если вы одновременно саживаете самцов-самок, тогда малек у вас получается, ну, приблизительно в один и тот же день. Даже если без садка, то вы просто вот, ну, садили, а потом этих самок, ну, кто как делает, кто там по нерестовичкам с травой раскидывает, а они там рожают. Но так удобнее. Так удобнее, просто вы в один день поймали, высадили, они у вас там приблизительно день-два разницы, выбросили малька, даже в нерестовичках в этих. Все, вы малька слили, растите дальше. Потом через месяц опять их поймали, опять, ну, то есть так удобнее. А если так не делать,
то надо каждую самку вот высматривать, каждую. Вот сейчас у меня, ну, я не отсаживаю отдельно их, они у меня здесь мечут малька. Надо каждую самку высматривать отдельно. Ага, вот это вот скоро будет рожать. Поймал ее, отсадил. Потом через неделю там следующее. Ну, в общем, так неудобно. Удобнее, когда вы растите, как я делал. Растите самцов отдельно, самок отдельно, в один день садили. И в один день, грубо говоря, вы получили малька. Ну, что касается гупика, вроде бы все. Да, по лечению. Частенько бывают у них глисты, ну это я так называю глисты, всякие кишечные паразиты. Они у рыбы постоянно присутствуют, то есть они живут в симбиозе, но иногда при каких-то там факторах, плохие условия, либо там падение температуры, в общем, любое изменение каких-то факторов может повлечь за собой бурное развитие вот этих кишечных гельминтов. Это касается там дискуса, вот у дискусов это особенно такое наблюдается. И рыбка начинает, ну вот надо смотреть за фекалиями, то есть длинные нитевидные фекалии появляются. Тогда надо засыпать лекарства. Я сыплю метронидозол, одна таблетка на 25 литров или 1 грамм на 100 литров. Ну, я пользуюсь сухим, покупаю сухой метронидозол в порошке. И плюс фуразолидон, одна таблетка на 10 литров. Либо 0,5 грамма на 100 литров. Тоже я пользуюсь фуразолидоном, порошком сухим отдельно. Это от гельминтов. Значит, пролечивайте. Да, при внесении этих лекарств роголистники, вот такие мелколистные растения, сбрасывают листья. Поэтому на время внесения лучше их убрать. Ну, я, в принципе, не убирал. Ну, сбрасывает и сбрасывает. Потом опять оно все восстанавливается. Просто потом на дне вот эти листья, их надо убирать, оно пропадает. Ну и про эритромицин я вам тоже сказал. Ну вот, вроде бы все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.